Всем привет! Сегодняшний видеоролик посвящен сельхозтехнике, и я вам покажу, на мой взгляд, очень занятную масштабную копию отечественного трактора МТЗ-82 Беларусь. Масштаб 1:43 это саратовское изделие, и эти модели изготовлены в России. И это, скажем так, новодельный новодел. Не знаю точную дату изготовления конкретно данной масштабной копии, на коробочке нету каких-либо штампиков, и эту модель в коллекцию я приобрел относительно недавно. Просто по случаю увидел ее в продаже, решил купить, потому что у меня давно был похожий трактор еще советского периода, но та модель куда-то затерялась. Возможно, оставил ее в песочнице, возможно, кому-то подарил, но до сих пор не могу найти тот трактор, поэтому решил найти ему замену. Если говорить о таких тракторах, то их начали выпускать с 1982 года. И самые первые модели были полностью из металла. У них были хромированные колесики, и есть эксперты по саратовским изделиям, которые могут отличать масштабные копии по характерным признакам и узнавать точную дату изготовления. Если вы знаете, какого года этот трактор, тоже можете написать в комментариях. Будет полезно для меня и для зрителей моего канала. Я предполагаю, что это масштабная копия примерно 2015-2016 года. И где-то в 90-х годах такие трактора делали с некоторыми упрощениями, были полностью пластиковые модели, это модель из металла. И также я читал, что у некоторых тракторов вместо оси на передней балке были небольшие шурупчики. Правда, таких тракторов в продаже я не встречал. И видел в продаже как отдельно трактора, так и в наборе с небольшими прицепами, тоже отечественного производства. Например, были обычные бортовые прицепы с тентом, без тента, фургоны, также небольшие цистерны с надписью «Пиво», «Вода» и просто желтого цвета. Но такие модели тоже мне особо не попадались на глаза именно в тех местах, где обычно я покупаю коллекционные масштабные копии. И этот трактор стоил примерно 300 рублей, возможно даже дешевле, уже не вспомню, но это вполне нормальная цена за такое изделие. Конечно, в некоторых моментах эта модель сделана довольно грубо, но ее смело можно поставить в один ряд с журнальной серией «Тракторы. История. Люди. Машины». И у меня также есть некоторые трактора из журнальной серии, я их вам приготовил и покажу чуть позже в данном видеоролике, как раз вы наглядно можете посмотреть, как модели смотрятся рядышком друг с другом. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный трактор поближе, и также можете оставить ваш комментарий, какая сельхозтехника есть в ваших коллекциях. Я также помню, в Саратове выпускали гусеничный трактор, но той модели я в продаже давно не видел, во всяком случае в интернет-магазинах, и такого гусеничного варианта у меня в коллекции нету. И коробочка стандартного размера для сельхозтехники, но она чуть крупнее, чем у легковушек от Агата, и коробочка уже оформлена в новом дизайне. Написано «Мир отечественных моделей», и в точно такую же упаковку паковали модели от Honeywell, также изделия из журнальных серий. Не так давно я делал видеообзор на Ладу Калину с прицепом Скиф. И у меня в коллекции также есть Нива, новодельная, тоже с прицепом Скиф. И в таких коробочках я также видел Москвичи, Волги, Лады и так далее, которые выходили в автолегендах СССР и в автолегендах СССР лучше. Скорее всего, это просто импортер и дистрибьютор различной продукции, как отечественной, так и импортной. И это довольно тяжелая масштабная копия, у нее ничего не открывается, навесные детали из пластика, покрышки похожи на резину, но, возможно, это какой-то другой состав. И в плане проработки покрышки вполне хорошие, и их можно смело ставить на более современные модели, и они будут смотреться вполне уместно. И что мне не понравилось на этом тракторе, так это отсутствие остекления на дверках и на нижней части лобового стекла.
И такое ощущение, как будто стекла выбили. Можно было тоже сделать небольшие прозрачные детальки, это бы улучшило вид масштабной копии. И, конечно, масштабная копия – условное понятие. Эти изделия никогда не позиционировались как коллекционные модели, и в советское время их именовали сувенир. Вот сувенир – это самое точное понятие для этого изделия. Также очень просто изготовлено рабочее место водителя, что-то похожее на педали на полу, также небольшое рулевое колесо. На настоящем тракторе оно должно быть значительно крупнее. Присутствует сиденье, также выхлопная труба. И на самых ранних тракторах труба была чуть длиннее с загнутым кончиком. Тут у нее кончик прямой. Также присутствует вентиляционный грибок. Возможно, это ресивер, я небольшой эксперт по сельхозтехнике, если ошибаюсь, поправьте. И с другой стороны присутствует подножка. И также были варианты таких тракторов полностью в хроме, были модели с белыми пластиковыми деталями. И также я видел в продаже трактора с хромированной облицовкой, фарами, выхлопной трубой и подножками. Но взял именно обычный красный вариант с белыми колесиками, потому что эта модель, на мой взгляд, выглядит более реалистично. Если бы полностью был трактор в хроме, то уже на коллекционные изделия он бы не претендовал. И также не очень понравилось то, что на крыше есть вот такие вмятины, скорее всего, от литьевой формы. Видимо, эти детали отрезаются, но их можно было как-то или зашлифовать, или загрунтовать, и был бы вид лучше. Очень просто сделана облицовка радиатора, фары более-менее можно было обозначить их серебристой краской, и в принципе точно такая же светотехника встречается и на журнальной серии. И как раз вы тут видите ось, и я думаю, можно сделать небольшую доработку, убрать эту деталь и поставить небольшие шурупчики, чтобы модель смотрелась более презентабельно. И вот так выглядит задняя часть. Есть сцепное устройство. Также можно прикрепить какую-то установку, но для этой модели у меня ничего подходящего нет. И давайте для сравнения вам покажу другие трактора, которые есть в моей коллекции. Кстати, можно посмотреть, как сделана нижняя часть. Тут указан масштаб 1 к 43 и написано, что модель изготовлена в России. У меня есть вот такой трактор, тоже Беларусь, и эта масштабная копия выходила под первым номером и продавалась за 99 рублей. И как-то думал собирать журнальную серию, посвященную тракторам. Купил несколько первых выпусков, но потом мой интерес к этой серии угас, потому что, повторюсь, я небольшой поклонник этой техники, и модели стали дорожать, а качество проработки у них сильно упало. И, например, вот этот первый трактор был вполне с хорошей детализацией, а последующие модели напоминали просто какие-то болванки. И вы можете наглядно посмотреть, трактора вполне хорошо смотрятся на одной полке друг с другом. Единственное, журнальный вариант выигрывает за счет того, что у него отсутствует некрасивая передняя ось. Фары точно такие же, здесь они выделены серебристой краской, окрашены элементы на двигателе, тут их можно покрасить самостоятельно. По большому счету точно такая же пластиковая выхлопная труба, чуть лучше проработана кабина изнутри, но присутствует остекление, тут уже, еще раз повторюсь, отсутствуют некоторые стеклышки, и примерно такая же детализация различных рабочих механизмов. Покрышки примерно на одном уровне, и колесные диски у российского варианта тоже вполне хорошие. И покажу вам еще один трактор, который есть в моей коллекции. Ему в кузов я поставил небольшие бидончики. Не совсем типичный цвет, и, возможно, на камеру вы не увидите точный оттенок этого трактора, но он больше розоватый, нежели стандартный красный. И как раз если поставить этот трактор рядом с российским аналогом, вот это чисто красная масштабная копия, а это больше розовая.
И также могу вам показать более дорогостоящее изделие от Start Scale Models, это T150K. Конечно, эта модель выглядит заметно лучше, но она и стоит в несколько раз дороже. И у этой модели уже работает заднее устройство, правда тоже оно очень хлипкое, хорошо сделана передняя часть, правда тоже есть к ней вопросы, почему это обычная декаль, а не элемент из фототравления. И также у этого трактора опускаются небольшие подножки на капоте, ну и конечно лучше проработано рабочее место водителя. И также могу вам показать, как этот трактор смотрится в комплекте с небольшим прицепом. Например, у меня есть вот такой прицеп, я его покупал давно отдельно, но вот такие сцепки тоже встречаются в продаже. И как раз этот прицепчик отлично сочетается с данным трактором. И пишите в комментариях, есть ли у вас похожие трактора, когда и за сколько вы их покупали. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.